Что же на самом деле произошло, когда Чингук потерял контроль, а Тэхён столкнулся с серьезным испытанием, но решил поступить так, как никто не мог предвидеть? Не останавливайтесь на достигнутом, эта история изменит ваше мнение о них обоих. Читайте до конца и делитесь своими мыслями в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую историю, потому что то, что произойдет дальше, оставит весь мир поп без слов. Что именно заставило Чингука потерять самообладание перед камерой? То, чего не ожидали даже самые преданные фанаты. Почему Тэхёну пришлось терпеть свою вспышку, когда весь мир наблюдал за ними, и миллионы глаз следили за каждым их шагом? Эти вопросы вызвали волну домыслов после того, как в сеть попало 17-секундное видео, момент, который теперь называют поворотным моментом в отношениях двух самых культовых фигур корейской индустрии развлечений. Инцидент начался не на сцене или в обычной репетиционной комнате, а за кулисами того, что должно было стать праздничным событием. Атмосфера в студии в тот день была странной. Свет был слишком ярким, съемочная группа двигалась бесшумно, и посреди толпы Чингук стоял один с выражением лица, которое трудно было описать смесью разочарования, усталости и отчаянной попытки сдержать то, что не должно было попасть в кадр. Некоторые сотрудники описывали атмосферу как напряженную, словно вот-вот лопнувшая скрипичная струна. Тем временем Тэхён прибыл за 5 минут до начала мероприятия. Он выглядел расслабленным, улыбался всем, словно не подозревая о буре, которая его ждала. Когда их взгляды наконец встретились, пусть даже на мгновение между ними пробежало что-то ощутимое. Напряжение, которое камера не могла уловить. Было ли это связано с профессионализмом? Испытанием дружбы, закаленной славой? Или чем-то более глубоким, чем-то, что знали только они двое? В тот вечер за кулисами мини-концерта, транслировавшегося на международной платформе, вспыхнула небольшая ссора. Но силой момента стали не слова, а тонны выражения его лица. Чингук, известный своей дисциплинированностью и целеустремленностью, казалось, потерял самообладание. Он легонько хлопнул по столу не сильно, но достаточно, чтобы все замолчали. «Почему Хён всегда опаздывает?» Тихо, но резко спросил он, почти шепотом, который мог причинить боль. Камера все еще работала, снимая эти мгновения, прежде чем ее резко оборвали. Тэхён, обычно веселый и игривый, не ответил. Он просто смотрел в ответ пустым взглядом, но легкая улыбка тронула его губы, улыбка, которую было трудно расшифровать, сожаление или, возможно, вызов. Несколько секунд молчания пролетели как вечность. Затем произошло нечто неожиданное. Вместо того, чтобы извиниться или защититься, Тэхён подошел ближе, похлопал Чингука по плечу и тихо, словно бросая вызов, сказал: «Если хочешь узнать, насколько я серьезен на этот раз, просто смотри». Это прозвучало как обещание или, возможно, как тихая угроза. Чингук не ответил. Он просто долго смотрел на него, а затем отошел. Никто не знал, что он чувствует: гнев, разочарование или просто шок. Но с этого момента все изменилось. На следующий день мир, казалось, перевернулся с ног на голову. Хэштеги решетка Юнка Краги и решетка Тэнк Чалленги доминировали в мировых трендах. Появились тысячи теорий, от логичных до нелепых. Некоторые предполагали, что это была актерская практика для нового проекта, другие предполагали внутренний конфликт, а третьи считали, что они боролись за сольное продвижение. Но правда была гораздо сложнее. Через несколько часов после утечки видео Тэхён опубликовал черно-белое фото с короткой подписью: «Некоторые испытания не даются, их выбирают». Эта фраза оставила фанатов в замешательстве. Была ли это шутка? Ответ Чингуку. Или личное размышление? За считанные минуты пост набрал 2 миллиона комментариев и 8 миллионов лайков. Тем временем за кулисами назревало нечто гораздо большее. Внутренний источник сообщил, что после инцидента Тэхёну был брошен вызов от руководства доказать свою преданность неожиданным сольным выступлениям на международном мероприятии. Никакой команды, никаких полноценных репетиций, никакой технической поддержки. «Это не наказание», — сказал источник. «Это испытание».
И, к всеобщему удивлению, Тэхён не отказался. Он просто ответил: «Если это способ все исправить, я это сделаю». С того дня произошло нечто необычайное. Несмотря на плотный график, Тэхён репетировал один до поздней ночи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он постоянно останавливался и начинал упражнения снова. Никакого тренера, никакого преподавателя по вокалу, только он сам и его отражение в зеркале. Иногда он разговаривал сам с собой, словно с кем-то, кого не было рядом. Возможно, так он справлялся со своими эмоциями. Или, может быть, Чингук был у него на уме. Потому что в то же время Чингук, хотя и все еще злился, тайно следил за каждым движением Тэхёна. Через своего менеджера он запросил отчеты о тренировках. Никогда не комментируя, но читая их все. Между ними возникло что-то новое, странная смесь вины, уважения и любопытства. Настал день выступления. Свет на сцене погас, заиграла музыка, и Тэхён вышел на сцену в простом, но элегантном костюме. Никаких танцоров, никаких эффектов, только он не микрофон. С первой ноты зал затих. Его голос был глубоким, проникновенным, и каждая строчка звучала как признание. Поклонники уловили скрытый смысл в одном предложении: «Я не жалею, что злился на тебя». В середине песни Тэхён сделал паузу, посмотрел в камеру и тихо сказал: «Некоторые раны не нужно залечивать, их просто нужно помнить, чтобы мы знали, с кем мы имеем дело. С нами самими». Эти слова потрясли зал. Одинокая слеза скатилась по его щеке, не от грусти, а от облегчения. В небольшой комнате в другом городе Чингук смотрел трансляцию и слабо улыбнулся улыбкой человека, наконец-то понявшего тест. После концерта Тэхён шел по темному коридору. Он посмотрел на телефон, там было сообщение от Чингука. Всего 3 слова: «Теперь я понимаю». Никаких эмодзи, никаких точек. Но его смысл был глубже любого их разговора. Но то, что Тэхён сделал дальше, изменило все. В дни после его загадочного поста атмосфера в HYBE накалилась. Обычно расторопный персонал теперь избегал зрительного контакта. После того, как фотография 2 пустых стульев в репетиционной комнате стала вирусной, воздух в здании стал тяжелым, словно стены хранили тайну, которую больше невозможно скрыть. На 3-й день после официального объявления HYBE на крупном корейском форуме появился анонимный пост. Автор утверждал, что тесно сотрудничал с обоими артистами. Хотя имен не упоминалось, подробности явно указывали на Чингука и Тэхёна. В посте обсуждалась система, требующая неустанной продуктивности, график, пренебрегающий психическим здоровьем, и то, как каждая эмоция артиста превращается в актив, который нужно контролировать, а не чувствовать. Публикация заканчивалась леденящей душу фразой: «Они не устали от неудач. Они устали от того, что им не позволяют быть людьми». За несколько часов пост разошелся по всему миру. Хэштег #FreeTertersts стал трендом в X и TikTok. Сотни фанатов собрались перед зданием HYBE. Они стояли молча, держа плакаты с надписью: «Мы просто хотим, чтобы они были счастливы». Не было ни криков, ни гнева, лишь тишина, громче любого протеста. Давление нарастало. Руководители спорили до самого утра. Одни требовали пресс-конференции, другие опасались эскалации кризиса. Один директор даже бросил документы и закричал: «Они не боги, они люди. Сколько мы будем притворяться, что все в порядке?» Но, как обычно, самых громких голосов не слушали. Решения принимались холодно и бюрократично: молчать, ждать, пока утихнет буря, продолжать в том же духе. Но на этот раз буря не утихла. Она разрослась, как снежный ком, подрывая репутацию компании и общественное доверие. Международные СМИ начали писать о HYBE не как о символе успеха поп, а как о темном зеркале индустрии, пожирающей собственных звезд. Журналисты-расследователи разоблачили изнурительный график, финансовое давление и приоритет прибыли над благополучием артистов. Тэхён молчал. Никаких заявлений, никаких новых постов.
Его видели лишь однажды, когда он выходил из своей студии в Ханном Доне, скрывая лицо маской и шляпой. Но даже несмотря на его молчание, мир был в смятении. Чингук также скрылся от глаз публики, отложив 2 крупных промоушена. Мир больше не просто наблюдал за Чингуком и Тэхёном. Он начал осознавать истинную суть их сияния.